Привет, ребята, вы на канале Свист, и сегодня я решил проверить матрешку на мою любезность к ней, потому что я очень давно играю в матрешку, буквально уже 3 года я играю в матрешку, и выходят постоянно новые обновления, и я постоянно хочу их проверить, но они только для новичков. Допустим, вот как недавно был чувачок в начале игры, назывался Вова, персонаж, он помогал развиваться. Я этого не мог никак проверить, потому что я уже был развитый игрок. И сегодня я зайду на сервер какой-нибудь с нового аккаунта и посмотрю полностью всю новую матрешку. Ребята, погнали! Ну а также, ребята, не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки, потому что это видео получилось очень интересным и очень таким длинным, потому что оно практически одно из самых моих длинных видео на канале. Приятного просмотра, берите что-то вкусненькое и вообще лучше идите сразу на кухню и смотрите это видео. Всем приятного просмотра. Так, ну что, ребята, вот мы находимся в создании аккаунта. Давайте зайдем и посмотрим, какие он так. Я могу поиграть на 27-м, на 7-м и на 4-м. Давайте на 27-й сервер зайдем. Так, давайте подпишем себя. Давайте Бани. У меня вот такое имя есть, я постоянно его беру. Бани Блэк называется. Так, Блэк. Все, ребятки. Выбор пригласительный промокод, любой промокод ютубера я пока свой создавал, потому что нет особой популярности. Нет, на 1000 подписчиков обязательно создам свой промокод. Я вписываю промокод Краун, я люблю его. Так, выбираем скинчик, я выберу вот такого бомжа, наверное, выберу. Создаем персонажа. Все, заходим играть. И сейчас мы будем, ой, как жестко развиваться на матрешке. Потому что у меня опять что-то происходит. У меня соседи с ума сошли. Ну ладно. Так, у нас сразу показывается что-то. И вот в чем прикол, смотрите. Типа, мы сюда нажимаем. Написано нет сим-карты, а нам надо посмотреть задание. Заходим сюда. Ну, тут можно, в принципе, выполнять задание. И я сейчас хочу... Советую вам тоже такое делать, но если хотите вот так вот выбирать дисплей темный. Мне так удобнее просто. Ну а также, ребята, еще можно же, конечно, вот этот вот календарный пас, он мне очень нравится. Я сейчас добавлю, вот он очень полезный, типа, он помогает всем новичкам развиваться. Так, я предлагаю сейчас показать вам, что надо, в принципе, делать для того, чтобы быстро поднять денег на матрешке. Я это уже умею делать, вы не переживайте. Мы арендуем мопед и спокойно едем рассматривать красивые горы матрешки. Немножко тише звук сделаем. Так, сначала нам надо поехать на ближайшую работу грузчика, но на грузчике довольно-таки маловато платят. Просто, ну это самая ближняя работа. Если поеду, например, там на шахтера, то это будет очень далеко. Поэтому я всегда сначала еду на грузчика. Грузчик довольно, ну, там 250 рублей буквально в минуту ты получаешь. То есть, если там час поработать, 250 на 60. То есть, мы примерно заработаем где-то там 20 тысяч примерно в час. Поворачиваем сюда и все, едем на грузчика. Нам надо вот чисто 2100 заработать, чтобы этот кейс, ой, какой кейс, сим-карту купить, чтобы. Это буквально 5 заказов, ой, 5 штучек этих надо отнести и все. Нам ехать долго. Ну как долго, смотря где вы появились. Вы смотрите всегда так, всегда, я эту матрешку знаю, вы просто вбиваете вот GPS тут, там вот смотрите, я вам покажу, работа. Туда-сюда миллионер, я легко делаю бабки. Никогда не был в тюрьме, они меня не поймают. У меня деньги в крипте. Грузчику вот тут уже люди бегают. А, и кстати, забыл самое главное, ребят, спросить, говорить вам. Смотрите, мы сразу пишем репорт, вопрос. И как только вы создали аккаунт, сразу пишите у меня РП. Задавайте такой вопрос админам сразу. Если нет, то все, у вас уже толком ничего не получится. Потому что вы только на работу сможете работать, в организации не вступите.
Туда-сюда миллионер, я легко делаю бабки. Никогда не был в тюрьме, они меня не поймают. У меня деньги в крипте, заблокированы карты. Я могу дать пару тем, я темщик, не предприниматель. Туда-сюда миллионер, я легко делаю бабки. Никогда не был в тюрьме, они меня не поймают. У меня деньги в крипте, заблокированы карты. Я могу дать пару тем, я темщик, не предприниматель. Вообще маленькие суммы. Но для меня, новое, когда новичок, для меня это большие суммы. Так, как у меня там 2200. Все, поехали закупать. Так, в любой магазин едем. Скинчик, кстати, наверное, самый красивый тоже. Так, можно с GPS, если вы не знаете, просто ближайший бизнес, 24/7, все, ездите. Я практически всю карту знаю наизусть. Типа, в любое месте мне топахните, я тут доеду, куда скажете. Практически так я карту знаю. Ну, знаете, за 3 года игры, думаю, каждую такую карту выучил. Так, можно сократить немножко, оп. И едем дальше. Я планирую вступить в какой-нибудь ОПГ, наверное, может. Потому что ОПГ это очень круто. Я вот сейчас на основном своем аккаунте. Я в ОПГ, у меня там вроде бы, я на 5-м ранге, да, в кавказском ОПГ. Там зарплата 25 тысяч, о чем? Ну это ж вообще кайф. Если я тут до такого достигну, хотя я ж не путь бомжа делаю, я просто смотрю матрешку. Давайте чисто задание немного повыполняем, а так нам больше ничего не надо. Приехали в магазин, заходим, бежим, ой, лагает, ой, какой лагает, не туда попал просто. Так, закупаем сим-карту, все, и прикол, у меня в прошлый раз почему-то деньги не списались. Так, хорошо, мы купили, а теперь заходим в задание, забираем награду. Теперь нам надо сдать на права, и мы просто за это получим много денег. Вот это кайф, я понимаю. Ежедневки мы не выполняли. Так, Марк. Задание. Ага, Марк у нас гений маленький. Так, забегаем. И нам надо сейчас ехать в Арзамас. Аж в Арзамас ехать, прикиньте. А у нас только две... Ну, короче, ехать до Арзамаса много. Ну что ж, отправляемся, ребятки. Вас я этим мучить не буду. Вы сразу... Для вас 1 секунда, для меня долгий путь. Ребята, спустя столько времени я приехал к этой долбанной автошколе. Кстати, наверное, видите, что у меня там 10 чертежей как-то появилось. Я вам скажу, вот откуда они появились. Смотрите, оп. Вот. Так, ну что, ребята, там немного записи оборвалось. Я получил штраф, поехал по Арзамасу и уже сдал на права практически. Смотрите, приезжаем к меточке, чпуньк, и все. Мы успешно сдали на права. Теперь мы заходим на задание, получаем нашу награду. И теперь я даже не знаю, что делать, ребятки. Можно, в принципе, оплатить штрафчик. Ой, зашел. Поехали, наверное, оплатим штраф, что ли. На ближайшем банкомате. Он где-то тут находится вроде бы. Так, едем к банкоматику. Оп-оп-оп, объезжаемся. Где-то он вроде бы тут находился. Нету. Вот. Теперь мы подъезжаем к нему. Так. Пополнить. Давайте на 1000 пополним просто. Штрафы. Оплатить все штрафы. А также на мобильную связь давайте закинем еще, думаю, 400 рублей. Чтобы было все. Как, теперь мы, походу, 2 задания выполнили вроде бы, да. Получаем плюс 2 XP-шечки. Мне XP-шечки на халяву залутали, просто, ребятки, учитесь. Так, садимся на наше оборудование и едем в Садовника. Знаете почему? Нет, не потому что там хорошая зарплата, хотя она там не хорошая, а потому что у нас такое задание. Называется трудоустройство. Устройся на работу садовника, и там просто устройся. Туда-сюда миллионер, я легко делаю бабки. Никогда не был в тюрьме, они меня не поймают. У меня деньги в крипте, заблокированы карты. Я могу дать пару тем, я темщик, не предприниматель. Туда-сюда миллионер, я легко делаю бабки. Никогда не был в тюрьме, они меня не поймают. У меня быстрее сюда. Мне вот интересно, что за сколько продают.
допустим. Ну, в принципе, практически такие же цены. Что у нас вот этот вот скрин, чтобы вы понимали, я его вставил. Короче, ребята, я тут пока доезжаю, и тут так подумал. А вот если просто я задоначу, то это уже будет как-то неинтересно, понимаете? То, что у меня будет сразу со старта много денег. Я же просто зашел посмотреть матрешку. Я именно зашел посмотреть, как развиваются новички. То есть я просто тут буквально часик поиграю и все. Я не буду тут целый год играть. Просто хочу посмотреть, как сейчас по-новому развиваются новички. Потому что я играл 3 года назад, был новичком, и тогда вот это было реально там кайф развиваться. Я ничего не понимаешь, но при этом зарабатываешь кучу денег. Я решил переехать на стройку лучше. На шахту мне пилить далеко, да еще там платят примерно так же. На стройке сейчас вообще кайф. Если ты хочешь вот так вот, как в РП, как в реальной жизни, реально поработать, тогда эта работа реально у тебя вот на 2-м этаже. Мне, конечно, везет, там, ни на что не намекаю, но мне постоянно везет на 1-й этаж. Ни на что не намекаю. Но мне хочется. Но тут вообще, это такая работа, тут получаешься многовато, я вам так скажу. В час, если ты буквально в минуту получаешь 500 рублей, то это очень много в час. Это 30 тысяч в час, если я не считался, то примерно да. Но 30 тысяч в час это в принципе нормально. Но я не хочу тут целый час работать, чтобы... мы 550 рублей получаем, извиняюсь. Тогда подбегаем, берем еще одну меточку, и все, и несем на 1-й этаж. Вот так вот лучше. Да, если мне скажут там нести на 6-й, на 5-й этаж, знаете, что надо делать? Залазим вот сюда на 1-й этаж и спрыгиваем вот с этой вот бетонной колодочки. Все. У нас роняется эта палка, там что вам дается нести. И мы уже таким образом работали 1100. Все. Прошла минута буквально или 2. И у нас уже 1100 в карманчике. Так, забираем на 2-й этаж. Мне так лень пилить на 2-й этаж, но так надо. Бежим. Поворот, бежим. Кстати, пак крутой. Мне интересно, если он будет на моем маке, тогда я, может, даже затоню на него. Потому что он очень крутой. Вы понимаете, вы за 99 матрешкоинцев получите 25 матрешкоинцев, 100 тысяч. Toyota Mark II, который, господи, извиняюсь, 400 тысяч. Ну и там всякие мелочи еще. Кстати, чем мы получим еще раз? Уличный рэпер, так мы еще и скинчик получим. Да, про выгоду это правда. Еще и фантомный вредитель скин на калаш. Да не, я в шоке. Ну не могут быть разрабы такие щедрые. Я в шоке от разрабов матрешки. Они такие щедрые. Так, подбегаем теперь потихоньку. Ой, не 5-й этаж, нет. Все, пользуемся моим лайфхаком. Ну как моим? Мне кажется, не все пользовались, но просто я начал частенько на работе стройки использовать. Мы бежим. Ой, уронил. Какая досада. Теперь идем за новым. Так, понь. На 1-м этаже. Вот с этого и надо начинать. Я кирпич несу в 2 руках. Как-то нелогично. Еще и несу, как будто он 5 килограмм весит. Ой, извиняюсь, 50 килограмм, как будто он весит несу. Руки там еле держит его, наверное. Так, подбегаем. 30 минут, кстати, отыграл. Надо сейчас кейсик забрать и открыть. Вот прямо сейчас заберу. Так, забираем кассик наш. И давайте его сразу же откроем. Это обучение сраное. Кстати, это ж можно того. Вот это. Вот у нас такой инвентарь, просто чтобы вы понимали. На первых 30 минут игры. Немного уже другой. Так, нам выпало деньги. Я вижу, деньги выпали. По балансу. Видите, там вот сверху у меня 11 тысяч стало. Да. 2000. 2000 это нормальная обычная сумма. Ну, для новичка это довольно нормальная сумма. Просто немножко поможет, немножко не поможет. Блин, залез, как выбраться теперь? Ребята, как... Я в тюрьму попал. Опа, сюда, все, выбрался, ура. Я выбрался из тюряги, я больше не буду там сидеть. Оп, берем на 1-й этаж. Все, и так
Интересно работать. Ну вот реально, мне вот теперь я понял, как развиваются новички. Так, подбегаем к меточке. Думаю, можно заканчивать работу. Сколько этому уже? 2700 рублей я получил. Сейчас будет 2750. Так, оп, 2750. Так, все, ребята, можно заканчивать на эту работку. Ну, подбирать эти метки гребаные. Мне как-то эта работа, ну, не очень зашла, ну, такая. Ну, на любителя. Так, и мой легендарный мопед стоит. Ждет меня. Сколько тут километров накручено, мне интересно уже. Ай, 8 километров, что за тигр. Едем. А куда мы едем? Не знаю. Так, поехали, покатаемся немного по матрешке, посмотрим еще, что тут за красота на матрешке творится. Так, прикольная матрешка. Мне нравится, я посмотрел, в принципе. Ну что, ребятки, думаю, на этом можно заканчивать. Я посмотрел, как развиваются новички на матрешке, и понял, что довольно это не очень-таки и сложно, но не очень-таки и легко. Если что, скачивайте матрешку в Play Store или App Store. Приглашаю вас на свой 24-й сервер, регистрируйтесь и играйте с нами. Всем удачи, всем спасибо за этот просмотр этого ролика. И всем пока, ребятки.